iOS 26.3 официально вышла для всех пользователей iPhone. Но главный вопрос – это проходное обновление или обязательное к установке? Новых функций немного, но есть изменения, которые реально влияют на безопасность, перенос данных и стабильность системы. Сейчас разберем все по пунктам и в конце скажу, стоит ли обновляться прямо сегодня. Друзья, всем привет! С вами IT-Dog. Прежде чем мы начнем разбор iOS 26.3, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали. Итак, что вообще это за обновление iOS 26.3? Это первое крупное обновление iPhone в этом году. Тестирование началось еще в конце прошлого года. И Apple выпустила всего 4 бета-версии, включая релиз-кандидат. Это уже намекало, что обновление будет скорее стабилизационным, чем революционным. И да, новых функций немного, но не спешите закрывать видео. Главное изменение – это перенос данных iOS на Android. Это самая интересная новинка – упрощенный перенос данных с iPhone на Android. Теперь не нужно возиться с кабелями и сторонними приложениями. Достаточно поднести устройство друг к другу и начнется перенос контактов, фото, заметок, приложений и других данных. Apple и Google, наконец, сделали процесс миграции между системами проще. Даже если вы не планируете переход, это важный шаг. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ограничение точной геолокации. В iOS 26.3 появилась возможность ограничить передачу точного местоположения операторам связи. Теперь iPhone может передавать только приблизительную геопозицию. Функция доступна на устройствах с модемами S1 и S1X. Это iPhone 16e, iPhone Air и iPads M5 и более новые модели. Это серьезный апдейт приватности. Но работает он не у всех операторов. Один оператор в США, один в Германии и один в Великобритании. Надеемся, что скоро эта фишка дойдет и к нашему региону. Еще одно важное изменение – это сквозное шифрование в iMessage. Это значит, что сообщения будут защищены от третьих лиц, а стандарт безопасности станет обязательным для операторов. Для многих это более важное обновление, чем новые эмодзи или интерфейс. Есть еще мелкие, но зато приятные изменения. Уведомления теперь можно пересылать на сторонние смарт-часы, но пока функция доступна в странах ЕС. Обои с погодой вынесли в отдельную категорию. Теперь астрономия находится отдельно. Возможно, кому-то будет удобно. Мелочи, правда? Но именно такие изменения делают систему аккуратнее. Что касается производительности и стабильности. Главное, что принесла iOS 26.3, это исправление багов и повышение стабильности iPhone. Надеемся, новых багов мы здесь не найдем. Если вы заметили, кстати, что-то интересное или что-то работает не так, напишите в комментариях. После обновления система работает плавнее, а некоторые мелкие ошибки предыдущей версии исчезли. Это не революция, а подготовка к iOS 26.4, где ожидаются более серьезные изменения. Друзья, а как правильно установить iOS 26.3? Не торопитесь обновляться в первые часы. Сервера могут быть перегружены. Перед установкой освободите 4 или 5 гигабайт памяти, отключите получение бета-версий и обновляйтесь на зарядке или ночью. Путь стандартный. Заходим в настройки, основные, обновления ПО и нажимаем «Обновить сейчас». Но стоит ли обновляться? Если вам важна стабильность, безопасность и исправление ошибок, обновляться нужно. Если ждете крупных функций, их стоит ожидать уже в следующей версии iOS 26.4. Но что касается автономности, скажу так, за время тестирования автономность не упала, но не улучшилась. Вот такая она iOS 26.3. Это не громкий релиз, а технически важное обновление.
Напишите в комментариях, если вы уже обновились или ждете более крупные обновления. И обязательно поделитесь впечатлениями. Интересно, заметили ли вы разницу после установки? Друзья, на этом все. С вами был IT-Dog. Буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик. А также, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, заходите в наш Telegram, ссылочка в описании. На этом все. Всем желаю удачи и пока-пока.